Информационный мир в современном виде – штука довольно занятная. С одной стороны, мир стал абсолютно прозрачен, и при некотором желании мы можем узнать новости отдельного хутора в Латинской Америке из первых рук. Каждый стал сам себе СМИ, причем с неограниченным охватом. С другой стороны, это общее пространство удивительно жестко разделено невидимыми стенами. Ушло время звезд, которых знали все. Ушло время общих тем. У тебя могут быть миллионы просмотров на Ютубе, сотни тысяч подписчиков в Твиттере, но в каких-нибудь Одноклассниках никто и знать вообще не будет, что ты существуешь на свете. У клипов Моргенштерна по 150 миллионов просмотров. Никакие тиражи пластинок самых хитовых альбомов Битлз никогда и близко не достигали подобных цифр. Но Моргенштерн не Битлз. Он не феномен поколения, и за пределами этих миллионов зрителей, которые по несколько раз смотрят его клипы, его имя вполне может никому и ничего не говорить. Такие же непроницаемые стены есть и в политике. Моя аудитория явно вовлечена в общественно-политическую жизнь. Мы с вами жадно потребляем новости и аналитику о войне или об экономике, вокруг войны, каждый день говорим на какую-то важную тему. Но мы почти не представляем себе, что творится на другой стороне. Кем составлена и чем живет провластная сторона реальности. Десятки спикеров, которые ходят кругами по главным ток-шоу, почти круглосуточно вещая на всю страну, они нам известны в лучшем случае по сборникам особо отбитых перлов на передаче Fake News. Для кого-то эти люди настоящие звезды. Их смотрят в телевизоре, на них подписаны сотни тысяч в интернете. Они регулярно мелькают в вопросах значимых для россиян спикеров. Они настоящие лидеры мнений. Но мы толком не знаем даже их имен. Они для нас слились в единую биомассу на подтанцовке Соловьева и Скобеевой. При этом совершенно спокойно возможно, что наши родители вполне их смотрят и даже черпают оттуда какую-то информацию для себя. Полезно иногда заглянуть на темную сторону силы. Заглянуть за эту непроницаемую стену, чтобы понять, что там происходит. И что все эти люди вообще говорят, кто они такие. Сегодня мы с вами этим и займемся. Чтобы наше погружение в пучины милитаристского безумия было постепенным, начнем с наиболее адекватного и профессионального спикера. Это бывший офицер генерального штаба Михаил Ходоренок. За спиной у него аж 3 высших военных образования. После увольнения в запас в звании полковника Ходоренок последние 20 лет посвятил военной журналистике, был главным редактором профильных военных изданий. До начала войны Михаил Ходоренок был для российской пропаганды поистине уникальным явлением. Ходоренок — это что-то вроде Штирлица. У них даже воинские звания совпадают. Внешне принимая все правила игры Роспропаганды и камуфлируясь под заправского ура-патриота, он несколько лет подряд пытался донести до высшего начальства и широких народных масс хоть какие-то разумные мысли. И ради этого он даже к Соловьеву и Скобеевой ходить не посмущался. Характерно, что недавно опубликованная Ходоренком книга пафосно называется «Щит и меч нашей Родины». Она мимикрирует под стандартный ширпотреб для диванных вояк, но на деле является тщательно закамуфлированной инъекцией адекватности. Например, глава «Генеральское мужество» начинается со слов: «Мужество генерала заключается в том, чтобы иметь свою точку зрения по оперативным вопросам и уметь отстаивать ее в допустимых пределах перед политиками». О, как! Экстремизм, не иначе. Всероссийская известность к Михаилу Ходоренку пришла благодаря его многолетним регулярным эфирам на пропагандистской радиостанции Вести ФМ. Своей передачей Ходоренок назвал «часом милитариста», а про самого себя говорил: «Я милитарист до мозга костей». Но в действительности товарищ полковник несколько лет своей жизни потратил как раз на то, чтобы остужать горячие головы и хоть как-то уравновесить самоубийственную милитаристскую браваду, которая доносится в России из каждого утюга. Из программы в программу он повторял цитату полководца Александра Суворова: «Никогда не презирайте вашего неприятеля, не считайте его глупее и слабее вас», что, в общем-то, противоречило всей линии пропаганды. Сам Ходоренок является автором термина «патриотический реализм», который он старательно пытается популяризировать через СМИ. Если вы помните, вплоть до последних предвоенных дней официальная позиция России состояла в том, что она вовсе не собирается вторгаться в Украину. Дескать, все разговоры насчет этого на Западе чистой воды провокации и попытки демонизировать наше государство. Так вот, внутри этого дискурса буквально с осени 2021 года Михаил Ходоренок из эфира в эфир тщательно объяснял, почему Россия не готова к войне против Украины ни технически, ни финансово, ни морально.
Он рассказывал, что у российской армии физически нет тех сил и средств, которые необходимы для завоевания Украины. Тем более их не хватит для удержания ее территорий, в случае, если каким-то невероятным образом эту страну все же удастся оккупировать. И уж точно, говорил Ходоренок, Россия не сможет без единого союзника вытянуть военно-экономическое противоборство со всеми странами Запада. 25 октября 2021 года очередной час милитариста с Михаилом Ходоренком на Вести ФМ вышел с подзаголовком «Сейчас не лучшее время махать шашками». Вот этот милитариста так милитариста час. А 20 декабря подзаголовок эфира звучал так: «Западу бесполезно объяснять, что Россия не собирается вторгаться в Украину». Не хватало только написать «Конечно же, собирается». Ровно за 3 недели до начала войны Михаил Ходоренок систематизировал все свои антивоенные соображения в статье «Прогнозы кровожадных политологов», которая вышла в независимом военном обозрении. Выводы из статьи такие, цитирую: «Никакого блицкрига не будет. Вооруженный конфликт с Украиной в настоящее время в корне не отвечает национальным интересам России. Поэтому некоторым перевозбужденным российским экспертам о своих шапкозакидательских фантазиях лучше всего забыть». Вот так вот. Но в день начала войны Михаил Ходоренок из военного журналиста тут же преобразился обратно в полковника. Мол, что бы там ни творила моя армия, я как офицер целиком и полностью ее поддерживаю. Приказы политического руководства в армии не обсуждаются, а исполняются. Войной полковник Ходоренок не называет, специальная военная операция и все такое. И если до февраля включительно он добросовестно использовал все свои медийные ресурсы, чтобы от войны отговорить, то утром 24 февраля он уже взял под козырек и начал ее одобрять. Я сомневаюсь, что Михаил Ходоренок смотрит мои видео. Но если вы с ним знакомы, то передайте мое обращение. Михаил Михайлович, вы в своей книге очень точно определили, в чем именно состоит генеральское мужество. А разве на полковников вроде вас оно не распространяется? Вам уже приходилось идти против общепринятой позиции. Например, общепринятое мнение относительно русско-турецкой войны 1877-78 годов состоит в том, что это одна из самых славных страниц российской истории. Даже на нашем глубоко либеральном канале мы не уходили в ревизионизм и транслировали именно такое мнение. А вот вы не раз говорили, что ни политические цели той войны, ни достигнутые результаты тогда и близко не стоили того, чтобы положить на поле боя десятки тысяч здоровых мужчин. Причем вы так говорили о войне, в которой Россия одержала победу. Ну а что же сейчас? Вы лучше меня знаете, что десятки тысяч российских мужчин сейчас погибают или становятся калеками ради абсолютного ничего. Славной победы не будет. Вас стали часто приглашать в программу «60 минут». Вы стояли рядом с депутатом Александром Журавлевым, когда он прямым текстом призывал уничтожить 2 миллиона украинских граждан. Вам, человеку, который из головы цитирует классическую литературу и классиков военной науки, не противно находиться по одну сторону с такими вот людьми? Именно сейчас ваш патриотический реализм нужен как никогда. Если российское государство и российская армия занялись самоуничтожением, то зачем же вам их в этом поддерживать? Насколько я знаю, совсем не к этому обязывает военная присяга. Сейчас дело настоящего патриота говорить прямо и называть вещи своими именами. Справедливости ради, даже поддерживая так называемую специальную военную операцию, Михаил Ходоренок регулярно выступает в российской пропаганде в роли самого главного скептика. И скептицизм Ходоренка постепенно возрастает. Ситуацию вот эту нельзя признать нормальной, складывающей. Когда против нас практически 40 коалиций из 42 стран, а наши возможности и в военно-политическом, и в военно-техническом плане, все-таки ограничены. Это такую ситуацию нельзя признать нормальной. И из нее в любом случае нам надо выходить. Может быть, в этом и состоит его хитрая медийная стратегия – маскировать нотки адекватности под бой военных барабанов. Но, на мой взгляд, время для реверансов, недосказанностей и скрытых подтекстов закончилось 24 февраля. Сейчас обсудим остальных провоенных спикеров, но сначала небольшая реклама. Многие сейчас смотрят в сторону IT-сферы. Зарплаты там растут очень быстро, удваиваясь за пару лет. И этот тренд сохраняется. Еще в январе этого года вице-премьер Чернышенко говорил о дефиците IT-кадров в России в 1 миллион человек. Поэтому и правительству, и компаниям попросту выгодно создавать наилучшие условия для работников этой сферы. Самый быстрый способ попасть в IT – это освоить профессию тестировщика. Его задача – контролировать качество IT-продукта.
Он ищет и анализирует баги приложений и сайтов, составляет отчет и отправляет его разработчикам. Тестировщик – полноценный член IT-команды, который в зависимости от желаний и навыков затем может пойти и в разработку или в управление проектами. Средняя зарплата тестировщика 120 тысяч рублей и растет с развитием ваших навыков. На курсе «Тестировщик на Python» от онлайн-школы Skill Factory, помимо навыков ручного тестирования, вы освоите написание автотестов. Так вы получите больше шансов найти работу и будете быстрее расти, так как уже будете знать язык программирования Python. Это идеальный язык для начинающих. У него очень простой синтаксис, он прост в написании и отладке. К тому же Python — язык популярный и уже опередил в Java. Обучение в Skill Factory состоит на 80% из практики. Оно проходит онлайн, учиться можно где угодно и легко совмещать с текущей работой. На всех этапах обучения вас поддержат менторы, действующие тестировщики с большим опытом из крупных компаний. У Skill Factory высокие оценки на независимых площадках, а 25% студентов переходят на курс по рекомендации друзей или тех, кто уже работает в IT. Для старта достаточно базовых знаний компьютерной грамотности, и уже через 4 месяца обучения вы сможете начать искать первую работу и окупить курс с первой же зарплаты. А найти работу вам поможет карьерный центр Skill Factory. По промокоду CATS вы получите скидку на обучение в 45%. Ссылка в описании. Продолжим. Михаил Ходоренок представляет собой исключительный случай. Сначала спикер долго и последовательно выступал против войны с Украиной. А когда война все-таки началась, он стал ее сторонником по принципу «фарш обратно не прокрутишь, теперь уж до конца». Хотя ему ли не знать, что никакого хорошего конца для России у этой мясорубки не будет. Все остальные персонажи, о которых мы сегодня поговорим, прошли обратный путь. Вначале они были настоящими ястребами, но по ходу боевых действий приуныли, словно рыба-капля. Вот это. Одним из таких героев стал Яков Кедми. Это человек с интересной биографией. Он родился в Москве в 1947 году. И в возрасте 20 лет он публично отказался от советского гражданства и потребовал разрешения на выезд в Израиль. Более того, написал гневное письмо в Верховный Совет СССР, в котором обвинил советскую власть в уничтожении еврейского народа. В декабре 1968 года об этом случае даже написали в американской прессе. Удивительным образом после этого советская власть выслала Якова Кедми не в Магадан, а в Израиль. Там он служил в танковых войсках и принял участие в войне Судного дня 1973 года, а затем работал в спецслужбах. В 90-е Кедми возглавлял службу «Натив» и занимался иммиграцией евреев в Израиль из бывших советских республик. Он ставит себе в заслугу репатриацию примерно 1 миллиона человек, среди которых были многие высокопрофессиональные кадры. До 2015 года Кедми, как бывшему спецслужбисту, был запрещен въезд в Россию. Однако запрет был снят, и перед израильтянином, жившим на скромную генеральскую пенсию, открылись невероятные возможности по торговле своей биографией на российском телевидении. Пропагандистские шоу вроде «Вечера с Владимиром Соловьевым» обожают нанимать людей на отыгрыш определенного типажа. Например, такие люди, как Вячеслав Ковтун и Вадим Трюхан, заработали целое состояние на том, что изображали тупых украинцев. А особенный фетиш российской пропаганды — это израильтяне, которые хвалят Россию. Хвалят как бы со стороны, как бы непредвзято. И главным из них стал именно Яков Кедми. Его телевизионный образ — это мудрый еврей, которого следует слушать, затаив дыхание, боясь пропустить хоть одно слово. Кедми говорит тихо, но стоило ему открыть рот, моментально замолкал даже Владимир Жириновский. Не будучи россиянином и взирая на ситуацию как бы со стороны, с недостижимой высоты своей мудрости Яков Кедми предсказывал для России такие перспективы, что Остап Бендер со своими Нью-Васюками тихонько отдыхает в сторонке. Тем более, что Бендер заехал в Васюки лишь однажды и чуть не получил по шее, а Кедми из гастролей по российским ток-шоу не вылезает несколько лет подряд. 21 декабря 2021 года Яков Кедми сказал, что если Запад не примет условия России, то Западу будет очень больно. Если натовцы не согласятся вернуться в границы 1997 года, то Россия им всем покажет. Вот, смотрите. То есть Россия идет на «вы» с тем, чтобы перестроить мир, чтобы то, что было, нет. И последнее я хочу сказать. Им предложили самый хороший вариант. Вернитесь в 97-м. Но если они упрутся, они очень быстро могут себя найти в 45-м.
2 февраля 22 года Кедми рассуждал о роли России в будущем мировом переустройстве. И если Россия добивается успеха, и неважно, это будет полный успех или это будет частичный успех. Полный или частичный успех России означает полное или частичное поражение Соединенных Штатов и их союзников и ослабление влияния Соединенных Штатов. Как в Европе, так и во всем мире. Потому что все смотрят на эту схватку. Все смотрят и делают расчеты, чем это закончится. Начиная от Японии, я не говорю про Китай, и кончая Эмиратами. Россия, дескать, говорит, вступила в схватку с Соединенными Штатами как Пересвет с Челубеем. Тысячи тысяч глаз с трепетом смотрят на Великую Сечу, а Украина — это так, пустяки. Пока две великие державы делят между собой мир, она просто под ногами болтается. Какой бы ни была война, говорит Кедми, от Украины ничего не останется уже за несколько часов. Любое начало военных действий означает конец этой власти, абсолютный и бесповоротный, в течение нескольких часов. Это они знают. У них нет никаких шансов. И у их покровителей нет никаких шансов. Они это отлично знают. Поэтому это все попытки отвести проблему с основной проблемой, которая была и которая была поставлена на повестку дня. Переговоры о перераспределении мирового порядка между Россией и Соединенными Штатами. Война, как мы знаем, не закончилась ни за несколько часов, ни за несколько дней, ни даже за несколько месяцев. Украина стоит, да еще как. А вот премудрый Кедми, продержавшись всего 2 недели, уже 8 марта что-то, значит, что называется, поплыл. Полтава как была, так и осталась. Что делается вокруг Киева? Ну, таким темпом можно ползти, я не знаю еще сколько. То есть все больше и больше это позиционная, а не маневренная война. Если в города входить не собирались, то что? Тогда не надо было начинать операцию. Если в города входить не собирались, то не надо было начинать операцию. Не войдя в город, ты ничего не сделаешь. Что, голым, что ли, брать осаду? Но до сегодняшнего дня ни одного серьезного города не взяли. Ну, Херсон и то так себе. А Полтава-то уже сколько? Уже почти 2 недели с начала операции ни одного города не взяли. Ни в одном городе не сменилась власть. Наоборот. Все, что происходит, только укрепляет власть в городах. Так какой оперативный план был? Мне не докладывали. Это что, по библейской легенде будут ходить кругами вокруг Ерехона и трубить в трубы, пока там власть упадет? Так это библейская легенда. Полтава. Уж 10 дней возле Полтавы гуляют. Еще раз повторю, ни в одном городе не сменилась власть. Яковлевич, Кто-нибудь может... и так настроение тяжелое. Ты сейчас меня своим пессимизмом совсем в грусть вгоняешь. Но вы за него не переживайте. Наш герой уже взял себя в руки и даже затеял большой чес по городам России. В июне он выступит на сцене в Краснодаре, Анапе, Ростове-на-Дону, Волгограде, Смоленске и Калуге. Будет, видимо, рассказывать о перспективах Великой России и о том, как будет больно Западу дальше. Одним из самых ярых сторонников так называемой спецоперации на первых ее этапах был военный деятель Игорь Иванович Стрелков. Это, кстати, псевдоним. Его настоящее имя Игорь Всеволодович Гиркин. Интересно, отчество-то он зачем менял? Ну, в общем, это человек с военным прошлым, который в 1994 году служил по контракту в рядах российской армии
принимал участие в Первой и Второй чеченских войнах, с 96 по 2013 работал в ФСБ, а потом уволился оттуда и ушел, кстати, в звании полковника. В 2014 году он участвовал в боевых действиях на Донбассе. Про себя Стрелков говорит следующее. «Спусковой крючок войны все-таки нажал я», говорит. «Если бы наш отряд не перешел границу, в итоге все бы закончилось как в Харькове». Напомню, Харьков очень малой кровью смог избежать участи стать столицей очередной народной республики. И последние 8 лет развивался семимильными шагами, и все в нем было хорошо. У меня про Харьков и другие города Украины даже есть отдельное видео. Вот, посмотрите, если интересно. Какое-то время Стрелков занимал пост министра обороны ДНР. Правда, совсем недолго. В настоящее время он военный пенсионер. И когда Владимир Путин выступил с признанием ДНР и ЛНР, Стрелков не скрывал своей радости. Наконец-то случилось то, чего он столько ждал. Я, естественно, рад тому, что наконец-то случилось то, что должно было случиться еще в 2014 году, что республики признаны Российской Федерацией, что является, на мой взгляд, прологом для более активных действий Российской Федерации, в том числе вооруженных, других-то в принципе быть и уже и не может, против Украины, так называемой Украины. Однако к началу самих военных действий Стрелков, как он сам выразился, отнесся с осторожным оптимизмом. По его словам, у Кремля есть только один вариант – это быстрая и решительная победа. Ведь если Украина быстро не капитулирует, то война на Донбассе затянется. А в условиях санкций вести ее будет очень сложно и с экономической, и с моральной точки зрения. А в том, что после признания ДНР и ЛНР последуют санкции, Игорь Стрелков не сомневался. Он также говорил, что если победа не будет быстрой, то Запад сможет разглядеть слабость российского командования. Чем дольше будут продолжаться эти боевые действия, тем больше шансов, что в них будут, убедившись в слабости Российской Федерации, в неуверенности ее руководства, больше шансов, что в нее вмешаются посторонние игроки. Когда было объявлено о начале так называемой специальной военной операции, Стрелков, как говорят российские журналисты, обиделся на Путина. Мол, президент России не позвал его воевать или вообще руководить войной. Стрелков даже написал в своем телеграм-канале, что его опыт мог бы помочь в ведении этой войны и сберечь какое-то количество жизней. Но его на операцию не позвали, и все, что ему остается, это следить за происходящим на фронте и описывать это в своем телеграм-канале. Его позиция была выражена ясно и четко. Ура войне, но только быстрой, иначе все будет плохо. Но блицкрига не получилось, Киев не взят, Украина не капитулировала, все явно пошло не по плану. Стрелков заявил, что ему все стало очевидно еще в начале марта. Для меня то, что операция пошла не по плану, стало очевидно где-то день на 5-й операции. На 6-й день где-то я получил достаточно много информации, и я понял, что мои ощущения абсолютно верны. Но на тот момент я об этом не говорил, во-первых, потому чтобы не каркать, во-вторых, потому что, скажем так, каждому овощу свое время, каждая оценка должна звучать вовремя. По его словам, замысел российского командования изначально находился в полном диссонансе с реальной действительностью. Хуже всего себя показала внешняя разведка, которая наобещала, что сражаться с украинской армией вообще не придется, а украинские солдаты сами пойдут навстречу русскому миру. И сопротивление, дескать, окажут лишь отдельные отряды идейных националистов. О том, что операция проваливается и что пора бы приступить к мобилизации, Стрелков начал заявлять в начале марта. Почти с самого начала войны Стрелков посылал сигнал российскому командованию: «Услышьте меня, я знаю, как воевать!» Прошло 3,5 недели. Пора уже от сладких надежд отворачиваться и начинать работать, если мы хотим победить. Сейчас бывший министр обороны ДНР не скрывает своей неприязни ко всему происходящему на фронте. В недавнем видео об итогах 100 дней операции он подвел неутешительные итоги. А чему тут радоваться, говорит Стрелков. Главную задачу второго этапа, разгромить ВСУ на Донбассе, не решили. Часть территорий Донбасса, которые были под контролем Украины до операции, так и остались. На направлении Изюма тоже нет особых успехов. Операция там просто завязла. Да, удалось взять Лиман, Попасную и очистить значительную часть Светлодарской дуги. Но можно ли назвать это военным успехом? То есть тактические успехи есть, стратегической победы нет. Соответственно, российское наступление сейчас в значительной степени выдохлось.
в связи с естественными причинами, в первую очередь с понесенными в ходе наступления потерями в живой силе и технике. По словам Стрелкова, то, что не удалось выбить противника с Донбасса, ясно даже самому тупому генералу. Про тупых генералов это не мои слова. Вообще Стрелков в последнее время не стесняется в своих выражениях, говоря о российском руководстве. Сергея Шойгу он иначе как фанерным маршалом вообще не называет, а генерал-лейтенанта Игоря Коношенкова окрестил придурком из Минобороны. Он отметил, что говорящие головы в России как-то совсем позабыли про слова демилитаризация и денацификация. Да и в принципе они как-то очень быстро перестали говорить о том, что Украина не настоящее государство. Он-то и Украину иначе как с маленькой буквы в кавычках не пишет, Стрелков сам. В общем, военно-политическое руководство России, по мнению Стрелкова, заслуживает всяческой критики. Над нами просто смеются на Украине. Над нами смеются и издеваются. Не над нами с вами, а над этими людьми, которые так замечательно думают, планируют, у которых такие замечательные стратегические концепции и не менее замечательные тактические решения. Разумеется, Стрелков не мог обойтись без призыва к мобилизации. Слово «мобилизация» есть чуть ли не в каждом его посте и выступлении. Последние, правда, его выступления ужасно грустные. Он как раз на ту самую рыбу похож, которая в начале, помните, мы показывали. Недавно к его полному негодованию НТВ показала сюжет о боевом экстрасенсе, предсказывающем капитуляцию Зеленского. Тут Стрелков совсем расстроился. Зачем теперь мобилизация, раз уже и так все предсказано? Можно и не напрягаться. Кстати, Стрелков не только критикует российскую армию, но и признает успехи Украины. Он открыто говорит о правильной тактике ВСУ во время сражений в Северодонецке. По его словам, украинские военные грамотно выводят свои силы из-под удара, они и линию фронта сокращают таким образом, и силы не расходуют. А недавно вообще заявил, что России еще рано надеяться на успешную летнюю кампанию. ВСУ и артиллерию хорошо используют, и резерв выполняют. По его прогнозам, украинское командование вполне может начать контрнаступление на Донбассе в ближайший месяц. Вот так вот. Завершает наш хит-парад Юрий Подоляка, автор недавно заблокированного YouTube-канала «Мир сегодня» с Юрием Подолякой. С первых дней войны этот канал просто улетел в космос по количеству просмотров. Ролики выходили по 3 раза в день, и за сутки его канал набирал существенно больше зрителей, чем мой. После блокировки миллионы россиян продолжают смотреть его в Телеграме, еще во ВКонтакте и даже в Яндекс.Дзене. В чем же его секрет? Во-первых, это дядька-подполтинник, который вещает для таких же мужиков предпенсионного возраста. Во-вторых, он уроженец города Сумы и обладатель характерного такого украинского акцента. Это создает ему образ правильного украинца, который говорит, значит, правильные вещи, которые хотят слышать вот эти вот его возрастные зрители. В-третьих, в течение многих недель Подоляка умудряется в ежедневном режиме продавать своей аудитории все новые и новые победы русского оружия. У него было 2 излюбленных метода. Первый незамысловат. Он спешил раньше всех возвестить миру о победах, которых нет. Ведь когда ты изо дня в день выпускаешь по 3 видоса, кто там вспомнит, что ты говорил неделю назад про то же самое? Например, 26 февраля Юрий Подоляка торжественно объявил: по сути, к утру как таковых фронтов на Украине больше нет. Есть направление движения российских войск, которые постепенно берут под свой контроль территорию умирающей страны. Так и сказал. Старые зрители моего канала помнят, что я одно время высмеивал Вестника Бури. Так вот, Юрий Подоляка — это тот человек, над которым смеется уже сам Вестник Бури. Вот его слова от того же 26 февраля. Тем не менее, российский десант, как его называют, уже начинает охватывать город. И я так понимаю, сегодня участь Николаева будет решена. Даже спустя 2 месяца участь Николаева так и не была решена. Более того, уже в первые сутки не войны Подоляка рапортует о том, что Харьков и Сумы взяты, и там начинается зачистка. Город Сумы — моя малая родина, это мой родной город. Первый областной центр Украины, который на сегодняшний день полностью перешел под контроль российских вооруженных сил. Буквально на закате пошло видео о том, что российская военная техника, пройдя всю улицу Харьковскую, зашла в центр города, и я так понимаю, сейчас российская комендатура занимает Сумскую областную государственную администрацию. Таким образом, можно будет считать, что город Сумы — это первый город областного значения, то есть первая областная столица, которая полностью перешла под контроль российских вооруженных сил.
Да, и Сумская область, и Киевская тоже. Да что там говорить, вообще, наверное, все области Украины уже давно под контролем России, просто они еще, видимо, не в курсе. Второй метод Подоляки состоит в том, что, рисуя свои карты в Paint, он взятие любой деревни представляет зрителю как победу стратегического масштаба. Если российские солдаты входят в условное Простоквашино, то в Подоляке включается настоящий Юрий Левитан. Российские войска после упорных уличных боев завершили разгром простоквашинской группировки украинских войск и сегодня полностью овладели деревней Простоквашино. И поскольку деревень в Украине много, грандиозных побед Подоляки действительно хватало на 3 ролика в день. Но до бесконечности так продолжаться не могло. Со временем даже Юрий Победоносец стал время от времени выражать свое недовольство положением дел. Ну, вы знаете, когда я послушал то, что говорит руководство российской делегации, вы знаете, слово «офигел» — это самое такое нежесткое слово, которое я при этом произнес. А 13 мая его все-таки прорвало. Вот, наслаждайтесь. Вы знаете, я долго молчал, я долго пытался достучаться до разных, знаете, кабинетов, людей, но я вижу, что до некоторых людей можно достучаться только широкой оглаской. И последней каплей, которая переполнила чашу моего терпения, стали события в районе Белогоровки, где из-за глупости, я подчеркиваю, из-за глупости российского командования была сожжена как минимум 1 батальонная тактическая группа. Возможно 2, как минимум 1. И те данные, которые сегодня распространяются уже в том числе и некоторыми российскими военкорами, они правдивы. 73 единицы техники, полный комплект одной батальонной тактической группы полностью уничтожен в районе Белогоровки. Причем, судя по тому, как это все происходило, наступление в этом районе было организовано не просто из рук вон плохо, оно было организовано преступно плохо. YouTube заблокировал канал Подоляки, и сравнить сейчас, сложно, но его ролики в начале войны и в конце — это эталонное противопоставление ожидания и реальность. Интересно, что Юрий Подоляка, который сам себе и военный аналитик, и блогер, и картограф-любитель, он не совсем герой-одиночка. У этого Бэтмена есть свой Робин. Его зовут Михаил Ануфриенко. Несмотря на то, что Подоляка постоянно призывает внимательно отсматривать видео своего коллеги, мы не будем подробно разбирать военные сводки от Ануфриенко. Я просто хочу, чтобы вы посмотрели на само их оформление. Идут тяжелые бои, и мы тоже несем потери. А насколько они оправданы, не оправданы, где допускаются ошибки, либо в любой войне допускаются ошибки, потому что мы воюем не с неодушевленным предметом, а с людьми, которые тоже владеют и тактикой, и стратегией. Может быть, там Зеленский и дурак, но советники, и армейские советники, и люди в Генштабе далеко не все идиоты. Лао Цзи однажды сказал: «Сядь на берегу реки, и вскоре ты увидишь, как мимо тебя проплывет труп твоего врага». И вот с этими всеми людьми получилось как раз по завету китайского мудреца. В течение 4 месяцев мы всех этих товарищей почти не трогали. Хотя мне часто писали: разбери там Подоляку или еще что-то разбери. Ну что их было разбирать? Вот сейчас мы видим, как они поплыли. Кто-то раньше, кто-то позже. А кое-кто с самого начала прекрасно понимал, что в войне против Украины не победить. Говорил об этом прямым текстом, но теперь пытается надеть на себя маску, которая совсем не к лицу. Военная кампания, затеянная Путиным, бесславна, бессмысленна и безуспешна. Это становится очевидно все для большего числа людей. И я желаю этим людям сделать следующий шаг. Не ругаться, что специальная операция, как они любят говорить, пошла не по плану, а прямо потребовать ее немедленного завершения, возвращения российских солдат обратно домой. И суда для тех, кто эту многомесячную спецоперацию затеял. Вот так было бы правильно. До завтра. На этом пока все, дорогие друзья. Спасибо вам за терпение. Всего вам доброго. До свидания.